Мир полон удивительных животных, обладающих уникальными характеристиками. Некоторые из них довольно пугающие и странные. После того, как скорпионы сбрасывают хвосты, они умирают от запоров. Анатомия скорпиона довольно странная. Они выделяют экскременты из места, расположенного рядом с жалом. Поэтому они теряют способность испражняться, когда сбрасывают хвосты. Это приводит к медленной смерти, вызванной запором. Поглаживание птиц заводит их. Оказывается, птицам действительно нравится, когда вы гладите их по перышкам. Когда птицы спариваются, это обычно начинается с того, что одна из них гладит своего партнера по голове и спине. Большая короткорогая ящерица брызгает кровью из своих глаз. Как бы ужасно это ни звучало, на самом деле это защитный механизм короткорогой ящерицы. Когда она чувствует угрозу со стороны хищника, ее последней защитной реакцией является пускание крови из глазниц. У медлительных обезьян лори ядовитые локти. Эти комочки шерсти выделяют токсичный секрет из плечевой железы в верхней части руки, который вызывает аллергическую реакцию у других млекопитающих. Когда им угрожают, они слизывают выделения и кусают хищника, доставляя яд в рану. Тарантулы высасывают свою пищу через соломинку. Хотя тарантулы кажутся довольно страшными для людей, они предпочитают нападать на насекомых, лягушек, мышей и птиц. Чтобы съесть свою добычу, тарантул выделяет пищеварительные ферменты, которые разжижают тело жертвы. Затем он всасывает пищу, используя, похожие на соломинки, отверстия под своими клыками. Когда пчелы-самцы спариваются, их половые органы взрываются. Во время спаривания яички самца пчелы взрываются, оставляя кончик его гениталий в матке. Это способ помешать другому самцу спариваться с ней. Многие калы страдают от хламидиоза. Эволюция не была так добра к калам. Поразительно, но они испражняются и размножаются через одно и то же отверстие, которое называется клакой. И из-за этого многие из них заражены хламидиозом. У морских огурцов отвратительная диета. В океанских глубинах обитает более 1200 различных видов морских огурцов, которые лакомятся собственными экскрементами. Мухи ужасно негигиеничны. Помимо того, что мухи очень раздражают, они еще и довольно противные. Помимо употребления в пищу фекалий, они подозреваются в передаче людям по меньшей мере 65 заболеваний, включая брюшной тиф, холеру и туберкулез. Коробчатая медуза, возможно, самое ядовитое морское животное в мире. Коробчатая медуза в основном обитает в северных океанах Австралии, один ее укус может вызвать остановку сердца у жертвы. Поэтому убедитесь, что вы держитесь подальше от этих морских животных. Ленивцы почти умирают, когда какают. Это происходит потому, что для этого дела они чаще всего спускаются на землю, что делает их уязвимыми для хищников. К сожалению, на земле они передвигаются еще медленнее, чем на деревьях. Сурикаты – звери, убивающие детенышей. Доминирующая самка суриката контролирует размножение и убивает в клане тех детенышей, которые ей не принадлежат. Таким образом, она обеспечивает свое потомство шансом на выживание. Некоторые лягушки живут в слоновьих экскрементах. Кто бы мог подумать, что слоновьи экскременты станут идеальным домом для лягушек. Оказывается, навоз – идеальное укрытие от солнца, и он служит пищей для всех насекомых, ползающих вокруг. Голодная самка черной вдовы съедает самца во время спаривания. Для самцов-пауков-вдов спаривание – печально известное опасное занятие. Крупные самки часто поедают самцов во время спаривания, отсюда и вдова в их названиях. Одно неверное движение ноги, и ты умрешь вместе с этими ядовитыми улитками. Конусообразные улитки могут выглядеть привлекательно, но у них одно из самых болезненных и смертельных укусов в мире. Они выпускают гарпун, который может вызвать паралич мышц и дыхательную недостаточность. Капских буйволов не зря прозвали черной смертью. Чрезвычайно опасные и непредсказуемые по своей природе, капские буйволы выслеживают свою добычу, прежде чем разогнаться до скорости около 55 км в час. Заводчики соколов позволяют птицам совокупляться своими головами. Заводчики соколов на самом деле разработали специальные маленькие шляпки, которые можно носить для сбора семени сокола. Позже они вводят его в яйцеклетку самки, чтобы могли родиться птенцы. Эта крошечная лягушка убьет вас одним прикосновением. Золотая ядовитая лягушка-дротик может быть размером со скрепку для бумаги, но она чрезвычайно смертоносна. Покрытая токсинами, она оставляет нервы и мышцы своих жертв неактивными, и в конечном итоге они умирают. У улиток острые зубы. Они могут быть медлительными, но у улиток острые, как бритва, зубы. Расположенные на лентообразной структуре, называемой радулой, они используют эти зубы, чтобы разделывать свою добычу. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.